Счастье, счастье, счастье летит. Богеми гороскопа. Умные, необычные, богема. Конечно, водолеи, летит к вам счастье. Вот в такой красивой форме. В форме счастья, радости, удачи, любви, позитива, философии жизни, мудрости жизни. Летит к вам такое счастье. И несмотря ни на что, несмотря ни на какие обстоятельства, крепко держимся за форму и формулу, и с вами идем в 23-й год. Крепко держась за форму и формулу счастья, удачи, позитива, философии жизни. Ну а вижу, Розану, слышу такие слова, конечно же, красивый, позитивный лайк. Спасибо. И смотрим с вами февраль месяц. Февраль месяц. Ну что, мои хорошие, идут ваши дни рождения, с которыми я вас поздравляю. И в этом году до 18 числа Солнце будет находиться у вас. Солнце находится у вас. Солнце что? Это амбиции. Солнце это авторитет. Солнце это мужская энергия. Солнце это что-то важное, но не водолеи. Потому что здесь Солнце дает свободу, здесь Солнце дает развиваться, здесь Солнце над тобой не командует, здесь Солнце не говорит, что я главный, а ты делай, как я тебе покажу. Это с водолеями не работает. Не может водолей развиваться, если его ограничивают, если ему указывают, если его заставляют, если его подталкивают что-то делать. Нет. Поэтому Солнце, конечно же, здесь такое Солнце, которое водолею дает полную свободу. Ему здесь легко, полную свободу действий. Развивайся, делай, пробуй. Солнце говорит, я тебя поддержу. И даже не смей думать, что у тебя не получится. Я тебя поддержу. Вот такая у вас большая поддержка от Солнца. Даже не смей думать, что у тебя не получится. Я тебя поддерживаю. Вот так говорит вам Солнце. Дальше смотрим. Ну, Меркурий. Меркурий это тоже воздушная энергия. Меркурий это наша мысль. Мысль, куда мысль, туда жизнь. И как часто бывает у водолеев, мысль бывает часто в паузе. И про эту паузу я вам говорила, когда Сатурн начинает действовать, то есть ты делал, потом Сатурн как-то тебя начинает сдавливать, тебя начинает требовать, тебя начинает контролировать. То, что не может водолей это допустить, хочет свою свободу, и наступает вот такая пауза. В данном случае Меркурий будет находится у вас вот в таком закрытом, он находится в Козероге до 18 числа, потом до 11 числа, а потом сделает транзит к вам. И пока он до 11 числа находится в Козероге, вы вот чувствуете, что столько мыслей, столько идей, столько желаний, вот как-то что-то останавливает. Вот у меня все готово, только запустить проект, а вот что-то останавливает. Ну вот у меня все готово, я уже могу пойти сдать этот экзамен, а вот что-то прям не останавливает. И правильно, прислушивайтесь к этому. После 11, когда Меркурий зайдет к вам, энергия совершенно поменяется, и вы сможете, как говорится, горы перевернуть. Вы сможете все дела, которые у вас немножко были на паузе, все абсолютно сможете сделать, так как у вас заходит к вам Меркурий. Заходит к вам Меркурий и будет находиться в состоянии творчества, прогресса, развития, коммуникации, общения. Вы будете чувствовать, как будто бы что-то вас подстегивает, а это и подстегивает, что у меня получится. Я все смогу, как будто я наперед знаю, что у меня получится. Еще вчера думал, что я не справлюсь, наверное, я не возьмусь за это дело. А сегодня думаю, я прекрасно справлюсь. У меня материал весь готов. У меня все для того, чтобы мне сделать свой какой-то первый шаг. У меня все для этого готово, и я это запускаю. Так что да, вот с 11 числа можете просто смело запускать все свои
проекты, а также если у вас есть какие-то коммуникации, вот прерваны были коммуникации, с кем-то вы там, допустим, какое-то время не общались, можете выйти на контакт, можете найти, попереписываться, либо встретитесь сами, оно как-то встретится онлайн, или как-то встретится, начнется какой-то контакт, который был прерван. То есть вам это будет легко. Ну вот с братом не общались немножко как-то, закрыты были отношения. Вот когда к вам зайдет Меркурий, вы скажете, ну это ж мой брат, немножко мы там спорили, немножко наши взгляды расходились. Ну это мой брат, позвоню я брату. Или что-то как-то с родителями, может быть даже и с любимыми вашими людьми. Поддержать захотите, узнать, как у них дела. То есть вам Меркурий дает зеленый свет. Общайся, коммуницируй. У тебя это легко получается. И даже, знаете, не ждите оттуда какой-то результат. Вот он не так отреагировал на мой звонок, или она не так себя повела, я хотел по-другому. Результат на той стороне не ждите. Главное, вы сделали, если захотите. Вы проявили инициативу. А как там человек отреагировал, это уже вам абсолютно не должно вас это каким-то образом задевать. Складываются отношения, вы идете дальше. Нет, вы свое дело сделали. Может быть, захотите где-то и извиниться. Вот так вот, знаете, мама с ребенком со своим как-то, взрослый ребенок, друг друга немножко не поняли. Мама позвонила и сказала, давай с тобой ругаться не будем, у меня совсем не хочется со своим близким человеком. Какие-то слова, может быть, скажете, может быть, извинитесь. То есть посмотрите по обстановке. Вам это сможете вы сделать это легко. Прислушивайтесь вот к своему внутреннему ощущению, это будет вам сделать легко, если захотите. Дальше давайте смотрим, конечно же, Венера. Венера это что? Венера это женская энергия. Энергия радости, удовольствия, наслаждения, счастья, романтики. И Венера находится в знаке зодиака Рыбы. Это ее экзальтация. Самое лучшее расположение Венеры это именно в Рыбах. Там находится Венера, и она дает 3 роскошных аспекта. Это говорит о ее силе. Вот она мягкая, ласковая, приятная, нежная, но очень сильная, потому что делает красивых 3 аспекта. И это проходит у вас до 20 числа по 2 сектору финансы и партнерство. Дальше идет по 3 сектору. И посмотрите, каким образом она может проиграться. Очень что-то значимое, финансовое, значимая, стабильная финансовая ситуация у вас может проясниться. Вы можете получить какую-то надбавку, вы можете получить какие-то бонусы, вы можете получить назад свой долг. Вы можете оспорить какие-то проценты, которые вы платили. Вам могут аннулировать какую-то оплату за учебу или оплату за медицину. То есть вы получаете здесь надежную поддержку. Это очень сильный аспект от Венеры. А также партнерство. Даст кто-то о себе знать, проявит кто-то. В этот период кто-то проявит к вам свою нежность, проявит какие-то слова любви, могут вам сказать, могут пригласить куда-то в красивое место, что-то связано с творчеством. Кого-то пригласят просто в коллектив, музыкантам или художникам, или куда-то в коллектив на какую-то лекцию пригласят, там, где вам будет интересно, там, где все это ваше богемное окружение. Вы тут можете встретить своего друга, своего человека, своего долгожданного, которого вы ждете встречу долгожданную. Тоже может давать такой аспект, когда Венера делает 3 очень сильных аспекта с Ураном. Это может быть очень неожиданно, это может быть случайно, это может быть вдруг. Но так как это секстиль, это гармоничный аспект, поэтому, конечно же, мы видим в этом всегда позитив. Соединиться с Нептуном – это ваша абсолютно тема. Это ваша тема. Творчество проявляется, ты себя как-то самовыражаешь, ты хочешь высказаться, ты хочешь это высказать в музыке, ты хочешь это высказать в литературе. Ты себя проявляешь, тебе хочется заявить, тебе хочется творчество просто
на поверхности хочется об этом творчестве сказать, показать, предъявить. Дальше сделает Венера, которая все еще будет до 20 числа находиться в экзальтации, сделает очень красивый секстиль с Плутоном. А Плутон это большая финансовая составляющая. И, конечно же, Плутон это такая надежная и сильная встреча, может предстать встреча с человеком, долгожданная встреча, которая может перерасти в что-то очень грандиозное и серьезное. Ну что, мои хорошие, еще? Марс находится в Близнецах, он находится в вашей стихии. Эта энергия Марса вам очень знакома, а она и дает энергию. Хочешь ей пользуйся, хочешь нет. То есть здесь Марс играет все равно по правилам легкого близнеца. Но так как у вас одна стихия, поэтому Марс у вас находится в 11 секторе. Это все, что высоко и далеко. Легко тебе здесь энергия попутешествовать, может быть, куда-то недалеко. Может быть, за город, в другой город, рядом где-то, может быть, в другую страну полететь. Ну, какое-то такое приятное путешествие. Это даже может быть путешествие в спа. Поехать, кто-то поедет на 1-2 дня куда-то в спа, поедет отдохнуть. То есть Марс здесь дает и встречу, может дать, так как это мужская энергия, и в то же время дает такую легкость распространения, легкость путешествия. Ну, что еще? Что еще у вас в этом месяце? Ну вот полнолуние. Полнолуние будет 5 числа, будет в знаке зодиака Лев. Полнолуние – это завершение какого-то этапа, подведение итога. Что такое полнолуние во Льве? Это амбициозное полнолуние. Это полнолуние, которое, ну, так скажем, о себе заявляет, представляет из себя, заявляет, просит тебя: давай завершим, поставим точку, или сделаем выводы, или приведем какое-то решение. У вас это проходит по сектору семьи и брака. Вот такое полнолуние, вот на полнолуние во Льве может прийти, может прислать вам человека. Вот у вас как будто один период заканчивается, а другой начинается. Это могут быть и в личной жизни какие-то завершающие этапы. Что-то заканчивается, где-то вы хотите поставить точку, завершить, для того, чтобы начать что-то сначала. Если отношения, которые были, ну, как-то в споре, как-то немножечко отношения сошли на нет, как-то были в застое, никакого развития не было, здесь тоже вы можете сделать определенные выводы и продумать что-то, сделать какое-то переговоры, провести разговоры, диалог, выйти на диалог и что-то закончить, завершить. Если какая-то была проблема, завершить ее, закончить и пойти на следующий этап. То есть очень решается такая полнолуние, такое личного, жизненного, личного характера. Ну а 20 числа, новолуние будет в знаке зодиака Рыбки, финансовая. Это финансовая и тоже партнерская для вас новолуние, которое будет в знаке зодиака Рыбы. Финансовая и партнерская. То есть ты можешь строить планы, ты можешь уже вставать на какую-то такую платформу. Кто-то получит вполне, может быть, к этому времени новую работу. Кто-то построить план, что я вот этот проект у меня есть, я его запускаю, и у меня уже все, на новолуние уже можно будет видеть какой-то результат или запустить, и оно у тебя начинает работать, ты видишь, как у тебя материально совсем сдвинулось все с точки. Запускается абсолютный вот такой механизм. Ну что, мои хорошие, вот месяц вот так. Месяц вот так. Конечно, большую поддержку можно ожидать от Солнца. И почему вам нужна очень поддержка от Солнца, почему хорошо этой поддержкой воспользоваться. Даже не смей думать, что у тебя не получится. Даже не смей предполагать, что у тебя не получится. Ты верь в себя. Вот Солнце это даст вот это ощущение. Потому что совсем скоро к вам заходит Плутон. Когда заходит Плутон в знак, заходит на очень долгое время. И он заходит всегда на хороших градусах. Первые градусы это всегда
градусы на возрождение. Потом дальше, конечно, трансформации будут происходить. Но когда заходит Плутон, вот эта поддержка Солнца, будете ее очень хорошо чувствовать. И, конечно, уже чувствуете, что вот такое ощущение, что у водолеев какое-то возрождение, вот от чего-то прям стряхнул себя, что-то убрал с себя, что-то вот скинул с себя, вот как будто бы еще вот чуть-чуть что-то я с себя такое тяжелое уберу, и откуда-то начинает появляться какая-то сила и новые планы, идеи, и что-то, новизна какая-то, вкус появляется к жизни. Вот таким образом подходит к вам Плутон, он всегда подходит на очень сильных градусах. Ну, об этом, конечно, буду делать отдельное видео по Плутону. Он уже застрял в Козероге и уже хочет идти к Водолеям, потому что даже здесь, знаете, Плутон, он себя будет вести себя по-другому. Даже те трансформации, которые будут проходить здесь, это трансформации совершенно другого характера. Это не те трансформации, которые, когда Плутон стоит в земном знаке, здесь совершенно будет играть по-другому. Ну что, мои хорошие, запустили счастье, держимся за него крепко, за эту формулу, несмотря ни на что. Вы очень знак, который вверх-вниз, вверх, Уран тянет вверх, да развивайся, да ты получится, ты умеешь, ты знаешь как. Немножко на опережение даже. И Сатурн, который ваш второй управитель, всегда говорит: не выпячивайся, не высовывайся, ты план сделал, ты написал расписание, ты сделал это вовремя, да ты не смог. То есть вот эти, конечно, перепады, это очень отражается на вас. От этого и есть вот эта богемность, от того, что вот я летаю, вот я на высоте, вот я действительно могу создать шедевр. Потом смотришь, как он же такой талантливый, как это все вот как-то вот что-то в паузе находится. Поэтому вы, да, это очень вам свойственно. И, конечно, вы просто свой знак понимать должны. И когда в периоды вот этого вот паузы себя очень хорошо беречь и не позволять долго этим паузам. Эти паузы должны становиться короче и короче. Перерыв сделал, немножко отдохнул, и все, дальше я опять поднимаюсь, иду всегда только по Урану, то есть развитие, опережение. Уран – это развитие цивилизации. Мы развиваемся, а ваша эпоха, ваша эра. Ну что, мои хорошие, запускаем счастье, держимся за него крепко. Всем большое спасибо за поддержку. Поддерживайте канал, а вы поддерживаете больше всех. За поддержку спасибо. Становитесь спонсорами канала. Кому как удобно. Кому-то разово поддержать, кому-то спонсором становиться. Лайки ставьте, просмотры делайте, подписывайтесь. Бесконечно вас уважаю, очень хорошо вас понимаю. Обнимаю вас, люблю.